Здравствуйте, друзья! Кто направляет историю против человека? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор Игорь Полуйчик. Это вымышленная история, все совпадения случайны. Кто и как направляет ход исторических событий против человека? Как готовятся мировые войны? Кто и зачем устраивает Октябрьские и Оранжевые революции? Как человеком одолеть мировое нечеловеческое зло и где оно находится? Что в действительности происходило с нами последние 100 лет? Что делать конкретно здесь и сейчас? В каких терминах описывается наше текущее положение? Сейчас перейдем к альтернативной версии реальности. Я постараюсь вам дать реальную картину вымышленного мной мира, стоящего на грани последней битвы людей и подчинивших нас рептилий. Непрерывная война продолжается уже не менее 15 тысяч лет. Несколько раз у нас полностью разрушали всю цивилизацию, и людям приходилось восстанавливать все с уровня каменного века. Рептилии, драконы, змеи, серые, твари не заинтересованы в полном уничтожении человека на нашей планете, поскольку на Земле находятся энергетические агрегаты огромной мощности, созданные нашими предками. Таких агрегатов от 60 до 120 по числу родов людей, и все они могут управляться только высокодуховным человеком из конкретного рода. Род представляет собой не структуру генетической преемственности, а структуру духовной преемственности, которая в проявленном мире упорядочивалась по времени рождения. Разного рода гороскопы и зодиаки в действительности пытаются косвенным образом описать родовую структуру, понимание которой нами во многом утрачено. Родовая структура создавалась в те времена, когда в астрономическом году было 360 дней, и он делился на 60 шестидниц, правильных недель из 6 дней. Души, рожденные в конкретную шестидницу или ближайшие шестидницы по своему первому появлению на свет, и составляли один род, подразделяясь на мужскую и женскую половину. Геометрия с окружностью в 360 градусов все то же самое описывает языком математики. Рождение души в каждую конкретную дату наделяло нашу бессмертную сущность конкретными качествами, которые родовая структура культивировала из рождения в рождение, добавляя к духовной преемственности еще и генетическую, когда родители из определенного рода зачинали детей так, чтобы они выходили в свет в ту же шестидницу, то есть были того же рода. Грубо говоря, в одном роду дети, родители и внуки рождались примерно в одну дату, в горизонте 6 дней или в горизонте нескольких ближайших шестидниц. Как это описывается у В. Шемшука. При соблюдении необходимой духовной и телесной чистоты такая система позволяла рожать детей с божественными возможностями, а также порождать новые души. Последние 15 тысяч лет новые души на Земле практически не появлялись на свет. То есть каждому из нас очень много годов и очень много воплощений. У каждого есть 4 ключевых момента, которые мы должны вспомнить для самоидентификации. Это имя, имя рода, дата первого рождения на Земле и пол первого рождения. Имя у нас одно. Это то имя, которое ирокез никому не говорил, кроме самых близких родичей. Поскольку, зная это имя, можно было уничтожить саму душу, а не только бренное тело. Для ускорения процессов самосовершенствования и наработки большого количества информационных тел каждым родом, а скорее всего каждой мужской и женской половинкой каждого рода, были созданы еще до нападения на нас рептилий информационные агрегаты невероятной мощности, которые, говоря компьютерным языком, обеспечивали быструю прокачку персонажа до высочайшего уровня. Интерес врагов к нашей планете и состоит в захвате и перепрограммировании этих агрегатов на прокачку рептилий или их гибридов с человеками. Поэтому нас в раз не уничтожили, как это произошло с людьми на Марсе и других планетах. Человек существенным образом отличается от животных, от змеев и от нелюдей. Физическое тело плюс душа животного. Количество информационных тел. У животных, тварей и нелюдей в пределах 5 тел. Физическое, эфирное, астральное, ментальное и казуальное. У водного царства дельфинов и китов до 9 тел. У человека может быть до 10 информационных тел. Добавляются тело души, тело духа,
этическое, языковое и 10-е. Названия не знаю. Наработка 10-го информационного тела переводит носителя в формат всемогущества, возможность сотворять вселенные, и вездесущности, возможность перемещения в любую точку пространства. Информационный ресурс каждого последующего тела к предыдущему растет по экспоненте. Это объясняет все генетические, исторические и физиологические эксперименты, которые твари ставят над людьми. С помощью наших агрегатов они хотят наработать в своей расе 6-е информационное тело, а затем и более мощные. Людей же они наоборот опускают до физического уровня. Для этого с медицинской точки зрения человек приравнивается к организму, с биологической – к животному, а с правовой – к физическому лицу. Вся иная терминология считается ненаучной, а установление градации между двуногими по любому критерию карается как расизм. Поскольку моя история вымышленная и высокохудожественная, совпадение любых названий, терминов и имен с чем-то или с кем-то считаю случайной игрой слов, не относящейся к реальности. В горизонте 5 информационных тел твари имеют перед нами существенные преимущества, поскольку наш бортовой компьютер многожды отравлен и работает на излом до вывих, а у них наоборот, все штатные возможности доведены до верхних планок быстродействия мозга, а высокие информационные тела для своей наработки требуют высоконравственной духовной жизни, что в принципе невозможно достигать в рамках современной цивилизации, целиком и полностью руководимой тварями, с нелюдью на всех командных высотах. После очередной войны с драконами и планетарной катастрофы движение Земли сбилось с 360 дней на рваный темп, добавились 5 дней с хвостом, не относящихся ни к какому роду, что могло разбалансировать всю систему. Когда твари захватывали власть в каких-то частях нашего мира, их прихвостни первым делом меняли календари и летоисчисления, чтобы невозможно было посчитать начало и конец своей родовой шестидницы в новом исчислении сроков. Это мешало зачатию детей в те сроки, когда в рождение могут выйти души из твоего рода. Для этих же целей и для сокрытия последствий потопа был предпринят столетний хронологический сдвиг назад, в 1815 году, после которого наступил 1716, о чем я писал в первой части. В итоге мы прожили 18 век 2 раза, и исследователи не могут объективно разобраться с потопом 19 века, поскольку он произошел 303 года назад. Теперь рассчитать свои шестидницы в прошлых веках с календарями, отстающими от астрономического цикла, попросту невозможно. Для этих же целей нам постоянно манипулируют временем, меняя часовые пояса, летнее и зимнее время. Наша реальная вымышленная мной история делится на 3 этапа. Первые 2 из которых мы разобрали в предыдущих частях статьи. И если вы их прочитали, то готовьтесь выбросить на свалку свои текущие политические предпочтения и знания о недавних исторических событиях. Первый этап – это допотопная история. История борьбы тварей и нелюдей с Великой Тартарией, еще 300 лет назад контролировавшей большую часть мира. В то время мы обладали физическим контролем над большей частью агрегатов. Не могу сказать, насколько их задействовали люди, но по крайней мере твари захватить их не могли, поскольку для запуска нужно находиться в окрестностях конкретной географической точки. Второй этап – это послепотопная история, примерно 1716-1905 годы. Все войны того времени – это войны против остатков, колоний, проявлений и факторий Великой Тартарии, стертой с лица земли прямым вмешательством рептилий в нашу историю. Последней войной в этом плане, скорее всего, была так называемая русско-японская война. После этого все агрегаты оказались на территории подвластной нелюди. Современная история начинается с Первой мировой войны. Именно тогда логика мировых политических событий приобрела завершенную форму, неизменную по сей день. Война за доступ к агрегатам из-за разрушения русской славянской оргструктуры завершилась. С этим закончились и войны как таковые, где есть 2 противоборствующие стороны. С тех пор все исторические и политические события неправильно описывать термином Первой, Второй или еще какой мировой войны. Все это были геноциды, оформленные для дураков как противостояние народов. Уже больше 100 лет твари полностью контролируют исторический и политический процесс в мире.
все династии, политические кланы, руководящие странами, верхушки крупнейших корпораций и СМИ, международных и религиозных организаций в моем вымышленном мире напичканы нелюдью, которая под видом собственных мыслей получает от змеев команды прямо в мозг. Нет никакой проблемы в согласовании действий между элитами разных государств, потому что нет у разных государств своей элиты, а есть двуногие с душой животных, допущенные до управления народами, но не управляющие сами собой. Нет никакого заговора между высокопоставленными банкирами, политиками и коммерсантами мира, поскольку нет их как субъектов. Все они, за малым исключением, это нелюди, выполняющие прямые команды своих хозяев-рептилий. На высшем эшелоне, конечно, есть какое-то количество людей, которые нужны исключительно для отвода глаз, чтобы работала система доброго и злого следователя. В каждой эпохе людям нужно в кого-то и во что-то верить, чтобы не выйти из-под контроля системы змеев. Поэтому такие лидеры, которым доверяют многие люди, в каждой стране лепятся по указке тварей. Для этого анализируются текущие стереотипы людей, и им выдается тот образ политика, епископа, ученого, творческого деятеля, которому будут верить, несмотря ни на какие объективные показатели окружающего геноцида. Тем, кто не хочет верить в текущий образ, всегда можно выбрать из авторитетов прошлого, ибо очевидно же, что раньше-то было лучше, и в том заслуга якобы предыдущих образов, хотя они тупо отбывали свой номер, читая то, что нужно по бумажке. Таким образом работает замечательная оргструктура геноцида, позволяющая людям верить и надеяться хоть на черта лысого, и при этом не снижающая оборотов в подавлении любых ростков разумности. Первый раз эта оргструктура в полном объеме заработала при подготовке Первой мировой войны. Все элиты всех крупных стран уже были послушными исполнителями нечеловеческих замыслов. Поэтому везде шла предварительная патриотическая накачка народов в нужном направлении. Цель войны больше не стояла в захвате территорий, экономических ресурсов или агрегатов. Это и так уже все оказалось в распоряжении тварей. Цели современной якобы войны следующие. Первое. Уничтожение как можно большего количества людей руками людей. Вторая. Слом всех традиционных институтов общества и традиционной сферы обитания людей, поскольку эти институты обеспечивают преемственность нравственного начала, культуры и языка. Третье. Осквернение большого количества женщин с тем, чтобы они больше не могли рожать людей, а воспроизводили только нелюдь. Четвертое. Слом нравственных начал и погружение во все смертные грехи, которые в военное время таковыми перестают считаться, для всех прошедших войну и победителей, и побежденных. Пятое. Моментальный съем энергетического потенциала с миллионов людей, когда человек и его родные даже зримо стареют в момент отправки на фронт и других чрезвычайных ситуаций. Шестое. Разрыв народной общности по новым политическим, национальным, языковым и прочим критериям, когда какая-то часть народа объявляется предателями и подвергается гонениям в рамках каждой воюющей страны. Седьмое. Оправдание любого внутреннего геноцида нуждами фронта и военной необходимостью. Восьмое. Закладка мин для возбуждения следующих якобы войн и геноцидов в виде совершения военных преступлений, депортаций, произвольно прочерченных границ, несправедливых условий для побежденных народов и так далее. Девятое. Выявление и точечное истребление наиболее разумных и сильных личностей и групп населения, которые теоретически могут дать локальный отпор тварям. Десятое. Переведение всех народов, участвовавших в войне, на более низкий нравственный уровень в сравнении с ее началом, чтобы в целом сделать невозможным формирование высоких информационных тел. Все современные якобы войны последних 100 лет никаких других целей не преследовали, поэтому ваши знания из истории или современной политики имеют малую ценность. Вы ведь думаете, что государство объективно существует на карте мира, а в действительности все элиты всех стран, кроме стран-изгоев, сидят условно в одном здании в разных кабинетах с названиями государств и организаций, под одной эгидой и общим управлением. Управлением, нацеленным против собственных народов. Заставить воевать народы друг с другом в Первую мировую оказалось очень тяжело.
Люди на разных частях Европы и России и в глаза-то никогда толком не видели своих будущих врагов, не имели с ними никаких конфликтов или существенных противоречий. А тут приказ – иди стреляй и убивай. Ну, поначалу в связи с психотропной патриотичной накачкой еще какой-то пыл присутствовал и у нас, и у немцев, и у французов. Но после первых разрывов над твоей головой мозг прочищается быстро. И возникает вопрос, а нафига Казе-Баян? Другими словами, а зачем мы тут воюем? Высокая разумность людей по разные стороны привела повсеместно в итоге к сидячей забастовке в форме окопной войны. Русские с немцами и французами сговаривались через линию фронта не наносить друг другу урона и стрелять из пушек только по воробьям. При этом все армии того времени состояли преимущественно из крестьянства. Им не приходило в голову пакостить местному населению от слова совсем. Замыслы тварей по масштабу геноцида в Первую мировую войну провалились полностью, поэтому им пришлось оперативно модифицировать свой план в сторону мировой революции. Было принято решение использовать недовольство армии для свержения действующей власти с организацией интервенции и гражданской войны в России. А Германии навязали такие тяжелые контрибуции, чтобы спровоцировать немцев на новую войну в ближайшем будущем. Таким образом, каждая война сразу закладывала под каждым участвующим народом мины на будущее. В какой-то момент Николай II получил команду сливать династию и вступить в новый образ Георга V, специально учрежденный для этого в 1917 году, династии Виндзоров. Для нелюдей такого уровня, конечно, есть определенное сожаление в таких рокировках, но не более того. Напоминаю, что моя история вымышленная, художественная и аллегоричная. Чтобы Романовы не сильно расстраивались, юридическую власть в России оставили за ними посредством секретных документов об отказе от суверенитета Российской империи в пользу английской короны, изданных в 1917 году Российской Республикой, узаконенной Учредительным собранием. Романовы стали Виндзорами, а физическая власть от династической своры перешла к Коминтерновской. У нелюдей-большевиков была одна расширенная задача – организация геноцида русского народа, что и было ими блестяще выполнено. Страну утопили в красном и белом терроре, сломали все устоявшиеся институты, искусственно организовали продразверстки и голодоморы, разрушили общину, раздав землю, а потом забрали землю и загнали всех в колхозы. Классовые прослойки постреляли и посажали в лагеря, в общем, осуществили все требования тварей, уничтожая народ физически и нравственно. Все якобы революции в подконтрольных тварям странах тщательно организовывались с целью повторения геноцида на новом витке по тем же 10 пунктам, что я излагал в отношении якобы войн. Все в мировой истории на самом деле очень просто и шаблонно, если глядеть на нее без розовых очков. Великая Октябрьская революция – это классический пример подготовленного тварями слома власти, когда текущим правителям подгоняют другие удобные места. Вертикаль официальной власти ломают, физически передавая подготовленным заранее структурам. В итоге, пока не уляжется мутная вода, новые структуры могут стрелять, травить химическим оружием, морить голодом народ, а на международном уровне все это будет поддержано и легализовано. Безвластие на какой-то территории позволяет змеиным тварям вылезать из своих нор и орудовать непосредственно, пожирая людей во всех смыслах и формах. Только под Парижем в катакомбах официально лежит 5 миллионов обваренных человеческих черепов и столько же берцовых костей. На Украине сейчас происходят аналогичные вещи, военные потери исчисляются небольшими цифрами, а страна уже не досчитывается миллионов людей, которые либо разбежались, либо уничтожаются тварями при параличе местной власти. Извлекая уроки из неполучившегося геноцида Первой мировой войны, рептилии очень хорошо и загодя стали готовить Вторую мировую войну. Поправки они ввели и в субъективный, и в объективный характер войны, с целью приумножения ее физических жертв и нравственных потерь. Для этого они выпистывали идеологию фашизма на чувстве исторической несправедливости немцев по итогам Версальского договора, а также подготовили в двух основных человеческих странах, Германии и СССР, промышленные способы убийства людей – артиллерию и авиацию. В годы первых пятилеток СССР превратился в одну огромную международную стройку. Ему были предоставлены все необходимые коммерческие, технологические и инженерные ресурсы. Там каждый год строили больше промышленных объектов,
чем Россия за все годы своего существования. И это после полной разрухи гражданской войны, сгубившей 70% промышленного потенциала Российской империи. Чуть позже твари нечто подобное повторят и в Германии, которые сначала обложили непосильными репарациями Версальского договора, а затем обеспечили инвестициями для постройки современной промышленности. К концу 30-х годов двум генеральным штабам Вермахта и РККА была поручена разработка плана мировой войны. Советская и немецкая нелюдь согласованно планировала геноцид собственных народов на протяжении предвоенных лет. Однако в какой-то момент произошла утечка в РККА, и у ряда товарищей такие финты не уложились в голове. В итоге Сталину пришлось репрессировать половину верхушки командного состава и передать бразды правления в армии от Тухачевского Жукову. Военный потенциал Советского Союза был несоизмеримо выше германского. Наша армия обладала опытом финской войны и Халкингола, поэтому перед Жуковым была поставлена сложная задача угробить кадровую армию на западной границе, а в виде трофеев передать немцам ресурсы для дальнейшей войны с нами. Взамен таких поддавков змеюки пообещали Сталину победу во Второй мировой войне. Советская верхушка состояла из коминтерновской нелюди, специально собранной со всего мира для организации геноцида на нашей территории. И поэтому такие расклады никого не смущали, а наоборот радовали. Но подумаешь, нужно спилить бойки у всех трехлинеек, оставшихся на складах с Первой мировой войны. Ну подумаешь, все войска нужно собрать на неподготовленных позициях на западной границе, подставив их под удар. Ну подумаешь, после начала войны нужно замотать механизированные корпуса переходами и завести их в котлы без горючего и с отрывом от материальных баз. Ну подумаешь, нужно собрать у западной границы миллионы тонн горючего, боеприпасов, медикаментов, военного снаряжения. Зато в оконцовке гарантированный триумф. А чем больше жертв, тем проще будет управляться с оставшимися. Все это было четко выполнено. Поэтому трофеи, взятые Гитлером в первый месяц войны, превышали его собственную материально-техническую базу. Соответственно, причина поражений Красной Армии в начале войны состоит в предательстве руководства СССР. И никаким другим способом угробить мощнейшую военную силу из 5 миллионов оружных людей, подготовленных к войне, было просто невозможно. Напоминаю, что эта история вымышлена и происходит в альтернативной реальности. Когда мы читаем восторженные тексты о Сталине, сколько и чего он сделал хорошего и вообще он якобы волхв, маг и кудесник, мы в действительности сопоставляем то хорошее, что было в Советском Союзе, в сравнении с нашим текущим витком деградации. Если же вы представите нравственное состояние русской общины и народа дореволюционного, то разница будет еще более ужасающая и не в пользу советских людей, от которых мы опустились еще ниже. Гитлеру твари пообещали свои плюшки за то, что он сольет Германию и навесит на немецкий народ все возможные преступления против человечности. Ему дали возможность отобрать лучших и создать свой плацдарм в Южной Америке и Антарктиде. Естественно, его никто не убивал в конце войны, а нам подсунули невнятный труп двойника, который даже толком никто не обследовал. По ходу войны можно увидеть множество несуразиц, говорящих о том, что перед нами разыгрывали спектакль с целью максимального уничтожения русских и немцев. В самом начале войны германские войска получили варварские команды в отношении мирного населения. Если бы они в действительности хотели захватить гигантскую территорию, то поначалу на оккупированных территориях с народом бы наоборот заигрывали, обещали бы всякие свободы и немецкую стабильность. Здесь же была другая задача – вызвать волну ненависти и встречного насилия, что и было достигнуто. Мало дать летчику в руки бомбардировщик с тоннами смерти. Солдат должен, не сомневаясь, выбрасывать это все на свои же города, оккупированные врагом, уничтожать все на своем пути, не разбирая своих от чужих. Мирное население от вооруженного противника. Таков был замысел тварей – пройти с боями всю Европу туда и обратно, сея смерть и разрушение. Если был приказ идти и бомбить Смоленск, шли и бомбили, и никто в этом приказе не сомневался. Летчик или артиллерист, родившийся в Смоленске, выполнял приказ и бомбил свой родной город под диктатом военной необходимости. Английские летчики в конце войны сжигали целые немецкие города, типа Дрездена, со всем содержимым, хотя в этом могло и не быть никакого военного смысла. Все противоборствующие армии превратились в орудия смерти и сеяли ее без разбору, чего и добивались от нас твари-кукловоды. Тяжелейшая участь досталась немецкому народу. Сначала их заразили фашизмом,
потом втравили в нечеловеческие преступления, а потом просто сломали хребет всем немцам и лишили их человеческого достоинства. Их так долго били по рукам и другим местам, что даже спустя 70 лет после войны немцы не способны давать отпор прямому насилию над ними со стороны пришлых мигрантов. Наши военные потери были неисчислимы, никто не принимал в расчет фактор мирного населения. В военных приказах даже не было формулировок типа «избежание потерь гражданских лиц». Солдат-то никто не считал, а что говорить про малых да убогих. Размер предательства в руководстве РККА и Верховном Главнокомандовании хорошо описывается на примере исследований, разбирающих судьбу частей и подразделений, принявших удар в первые дни войны. Все они делятся на две части. С одной стороны, это дивизии, принявшие первый удар немцев и с боями прошедшие всю войну. А с другой стороны, это дивизии и механизированные корпуса, даже толком не пострелявшие и оказавшиеся в котлах, где их размололи в труху, а выживших стерли в немецкую лагерную пыль. Разница между этими подразделениями в их руководителях, которые входили или не входили в круг предателей. Если бы предательств своей армии Сталиным и Жуковым не было, то немцы не прошли бы дальше 200 километров от линии фронта, как это вышло на южном направлении или на северном направлении. Они бы и нападать не стали от слова совсем. Сговор советских и германских нелюдей также виден на примере блокады Ленинграда. Ведь северную столицу никто толком не оборонял. Немцы дошли до Невского, а потом вышли из города. Зимой по дну Финского залива или Ладожского озера они в любой момент могли выйти и в центр города, и в тылы. Но таких попыток даже не делалось. Можно было легко нарушить такими действиями все внутренние коммуникации или затеять уличные бои. Но этого против законов военной целесообразности никто не предпринимал. Значит, цели были иными – максимальный геноцид населения с потерей человеческого облика выжившими в голодном и холодном аду. Наши деды проявляли массовый героизм даже в ситуациях, когда их просто гнали на пулеметы или на минные поля на убой. Именно в этом расстреле и была истинная цель Второй мировой, реализованная тварями. Я не пытаюсь принизить подвиги героев, для меня эта память свята. Просто хочу вскрыть реальную подоплеку событий. Если мы не поймем, что с нами сотворили тогда, мы не разберемся и в текущем дне. Будем до талого снега пинать хохлов, америкосов или еще каких-то мальчиков для битья. А ведь они, как и мы, лишь орудия взаимного геноцида на потеху нечеловеческим тварям. В тылу, по законам военного времени, власть могла творить все, что угодно. Детей и женщин поставили к станкам, деревня обезлюдила, а вся страна фактически перешла на казарменное тюремное положение. За опоздание на работу и незначительные нарушения трудовой дисциплины можно было загреметь в реальный лагерь, где ситуация была немногим хуже, чем на воле. Все, хоть чем-то недовольные, автоматически становились преступниками. Нормальную человеческую жизнь выключили для всех на 4 долгих года. В послевоенный период удавку чутка ослабили, а с приходом Хрущева начали переводить в экономические формы. Основной удар был направлен против русской деревни, основательно подорванной войной. Что осталось сейчас от традиционной сферы нашего обитания, можете сходить и сами посмотреть за 101 километр. В Советском Союзе было много хорошего, и на фоне текущего нравственного упадка многим из старшего поколения хочется вернуться в СССР. Как я уже писал, в каждую эпоху нас разводили на доброго и злого следователя. И естественно, что заслуги доброго следователя предыдущей эпохи кажутся сказкой на фоне текущего падения нравов каждого последующего периода. В хрущевскую и брежневскую эпоху народу кидали очередные обманки типа противостояния двух систем и угрозы ядерной войны. Весь ядерный потенциал и тогда и сейчас полностью контролировался тварями. И все эти страшилки были нужны лишь для связывания жизненных сил основных государств. При этом высокотехнологичные отрасли уже начали в полном объеме работать на нужды нечеловеческих тварей. Сейчас нам достается лишь малая часть производимых на Земле ресурсов, чем объясняется нищета народов, просто с нас имеют по полной. Развал Советского Союза – это очередная схема, лишь меняющая формы геноцида. В лихие 90-е мы захлебнулись свободой, спились, скурились, скололись, сломались целыми поколениями. В итоге соотношение мужского и женского населения в ряде возрастных групп примерно такое же, как и после войны. Только теперь войны не понадобилось. Неразумные люди все сделали сами. Предатели советской родины типа Горбачева чувствуют себя прекрасно. Они выполнили все команды тварей.
Так же, как их выполняли императоры, Ленины, Сталины, Троцкий, Гитлеры и прочие представители государственной верхушки разных стран. От народа скрыт тот факт, что юридически мы остаемся в рамках правового и политического поля СССР, что существенным образом облегчает экономическое обворовывание всех в прошлом братских народов. В российское время схема геноцида представляет из себя многоуровневую матрешку, которую население даже не видит. Официальных президентов дергает за ниточки российский нелюдь. Над ней возвышается английская нелюдь, имеющая кучу юридических прав на нашу территорию, объективно остающуюся советской, а над ней уже верховодят сами хвостатые. В правовом, политическом и экономическом аспектах мы обитаем на руинах СССР, который лишен исполнительных органов власти. То бишь, в моей вымышленной истории государственная власть как таковая у нас отсутствует, но мы об этом не знаем. Основной валютой у нас остается советский рубль. СУР-810, а безналичный оборот осуществляется в производных от него российских рублях, РУР-810 и РУБ-643. Плюс с 1 января 2018 года нам добавили еще и РУС-622, но пока не знают, что с ним делать. В наличном обращении ходят два вида фантиков под названием билеты Банка России. Юридически создано уже минимум 4 субъекта права с названием Российская Федерация, а с 1 января нам опять обновили страну, и теперь, скорее всего, мы живем в новом государственном образовании России, не имеющем собственных граждан, оставаясь гражданами Советского Союза. Как можно водить за нос целые народы? А очень просто. Приведу вам такую аллегорию. Представьте такой вымышленный пример, что в результате известного вам воздействия со стороны врагов извне вдруг люди начинают массово слепнуть. Поначалу они знают, что это сделали враги, и остающиеся зрячие стараются слепых оберегать от всяких угроз. Со временем большинство рождающихся детей тоже теряют зрение еще в утробе матери и в принципе не видят и не знают света белого. Параллельно враги отстреливают оставшихся зрячих, а для слепых создают тепличные условия в специальных тюрьмах. Когда количество слепых становится критическим, они вообще перестают верить зрячим и ориентируются теперь на сигналы ворогов, которые предлагают удобную жизнь в казематах. С точки зрения слепого тюрьма не видна, кормят, поют, дают общаться и спариваться друг с другом, ну и периодически кто-то перестает откликаться, потому что куда-то ушел. Со временем зрячие начинают притворяться слепыми, поскольку если их раскроют, то сразу уничтожат враги, про которых уже и знать не знают слепые. Тихо, шепотом, видящие пытаются пояснить самым думающим слепым, что мир совсем другой, но их никто не слушает, а даже наоборот, слепые знают, что есть сумасшедшие, рассказывающие всякие небылицы, о прекрасном, теплом, сухом, но всегда черном мире, что он якобы совсем не черный, поскольку запрещены и забыты сами слова о разных цветах радуги и степени освещенности, то слепые даже на уровне языка не могут воспринимать байки зрячих. У нас происходит абсолютно то же самое. Нам ограничили в сотни раз частотный диапазон получения информации и ее передачи, поэтому наши органы чувств формируют картину мира, где все тепло, сухо, удобно, приятно. Ну и естественно нет никаких врагов. Что же происходит на самом деле, никто нам не скажет, а если скажет, то мы ни за что не поверим. Хотите верьте, хотите нет, а в моей вымышленной истории людей на Земле остается очень немного, порядка 5% от общей численности двуногих, в пределах 400 миллионов. В России человеческую душу имеют большинство, 95 миллионов. То же самое в Украине и Белоруссии. В Германии остается лишь 10 миллионов людей, которых сейчас интенсивно добивают. В других странах ситуация еще хуже. В 2012 году человечество хотели в очередной раз обнулить методом ядерной войны. Однако в этот план вмешалось подземное царство людей, о котором я писал в самом начале первой части. Направленными землетрясениями были обрушены подземные города, подготовленные нелюдью, чтобы перезимовать ядерную зиму. В итоге земноводным тварям пришлось отказаться от своего плана. Более того, в том же 2012 году старшим родом людей из мира Нави, где находятся наши души, было предпринято серьезное действие, существенным образом изменившее все условия жизни на Земле. Были значительно раздвинуты диапазоны сенсорики, доступные людям в их текущем состоянии.
Мы стали видеть и ощущать то, чего раньше не видели. На примере истории со слепыми вдруг масса народа вместо черного квадрата получила картинку с проблесками и всполохами. Новые вибрации и причинно-следственные связи ударили по тварям и подключенным к ним на низкочастотном диапазоне нелюдям и человекам. Рептилии в основной массе сбежали с Земли, а остающиеся 3% от их недавней численности сидят под защитой наших агрегатов. В системе управления нашей тюрьмой пошатнулась монолитность структуры. Нелюдь забздела и замежевалась. В силу банального отсутствия хвостатых, какую-то часть функционала паразитической системы доверили прихвостням. И это резко обострило противоречия между ними, которых раньше по сути вообще не было. А сторожить нелюдь сейчас по сути некому. Первоначально тварями на осень 2018 года готовился очередной раскардаш в стране. Слом действующей власти, революции и прочая оранжевая чепуха. В такой ситуации действующий президент сам выполняет сценарий по своему свержению. Однако в последнее время российская нелюдь сильно чешет репу и сомневается в запуске этого сценария. Их сомнения заключаются в том, что система хвостатых перестала давать, как раньше, стопудовые гарантии относительно завтрашнего дня. Рептилии вообще могут в любой день свинтить, оставив за собой 1000 ядерных грибов, а у нелюдей жизнь одна, и другой у них не будет. В этой ситуации группировка, контролирующая нашу территорию, самоубиваться ради нового витка геноцида русских не будет, поскольку нет гарантии, что она сможет восстановить свои позиции. Более того, у них открылось окно возможностей в отношении огромного пирога, несъеденных финансовых ресурсов СССР. Баланс Госбанка СССР сейчас описывается цифрой с 54 нулями в советских рублях. В долларах это даже больше, что означает, что вся финансовая система мира имеет русское и советское происхождение. Эти активы территориально находятся у нас, и никто не мешает эти активы взять, кроме самой паразитической системы тьмы, которую никто сейчас толком не охраняет, поскольку твари в значительной степени свинтили с нашей планеты. Сейчас пока пошли пробные шары по распечатыванию советских активов на мизерные суммы в десятки миллиардов долларов. К осени пророссийская нелюдь поймет, что взять можно больше, и за это ничего не будет. В этой связи путчи, революции, перевороты пройдут скомканно, и окончательно оформится разрыв отношений между пророссийской и англосаксонской нелюдью. У твари не хватает сил сгладить эти противоречия, и мир перейдет в новое состояние, когда геноцид рода людского перестанет быть для них приоритетной целью. Внутренние противоречия в паразитической системе выйдут на первый план. Подземное царство людей на сегодняшний день сохраняет преемственность, знания и духовные начала, поскольку в Тартаре есть множество людей, проживших десятки тысяч лет. Они рассматривают нас как мутантов с возможностью восстановления духовных начал, если власть на планете перейдет людям. И мы окончательно избавимся от рептилий и их порождений. Они не выйдут наружу, пока не будут выполнены следующие условия. Первое. Над Землей прекратится вредное излучение, отравление химтрейлами и бактериями. Второе. Из предгорий и подходов к тоннелям будут убраны войска людей – НАТО, РФ, США. Третье. Сложатся устойчивые каналы общения между землянами и подземлянами за счет выхода какой-то части нас на высокий духовный уровень. До выполнения этих условий подземное царство дистанционно будет препятствовать уничтожению, самоуничтожению надземного человечества. Наша же задача – действовать в 3 направлениях. Первое – вспомнить себя. Вторая – ломать замыслы тварей и нелюдей, стимулировать конфронтацию между ними. Третье – включить агрегаты. По второму пункту все просто. Не втравливаться больше в замыслы нелюди, а наоборот, вести активным образом свою информационную повестку дня. По первому и третьему пункту технологий и способов много. Змеями у нас заблокирована память, мыслительный процесс, большая часть сенсорики, однако мы все сможем восстановить. Мы создали этот мир и все, что в нем есть вокруг. Планеты, флору, фауну, климатические условия, агрегаты. То же самое, что боги во многобожии. Боги устройства – это машины. Агрегаты для выполнения конкретных задач, прежде всего связанных с совершенствованием человека и окружающей среды. В них нет ничего волшебного, а пультом управления и запуска является человек из определенного рода. Восстановить связь между собой и своим родом, общностью людей, создавшую твою душу.
должен каждый из нас, возродив тем самым общность рода. Нет умерших, есть отошедшие, которые в свое время возвратятся в физический мир. К сожалению, змеи имеют возможность уничтожать тело души, информационное тело, созданное отцом и матерью, то есть нашу бессмертную душу. В этом случае перерождения завершаются, и больше ничего поделать нельзя. Восстановить связь со своим родом можно путем применения простой практики обращения к своему роду или старейшине своего рода. Слава моему роду или слава старейшине моего рода. Мысленно нужно представлять картинку с видимым каналом соединения от своего солнечного сплетения до условного образа своего предка. При установлении связи возникает энергизация снизу ног и выше коленей, возможно, вокруг тела и области груди. При возникновении ощущений вокруг головы обручем или полумесяцем по затылку связь рекомендуется прекратить вследствие обнаружения ее змеями. Для включения агрегата необходимо восстановить связь со своим родом, оказаться в зоне управления агрегатом своего рода и иметь соответствующие полномочия от своего рода. Запуск агрегата приведет к колоссальным положительным последствиям на огромной территории с радиусом от 1000 до 5000 километров. Грубо говоря, десятки тысяч людей из твоего рода, оказавшиеся в зоне действия агрегата, вспомнят себя, свое имя и предыдущие жизни. Управляя агрегатом, человек находится в полной безопасности. Попав в это состояние, нужно продолжать его как можно дольше. Впрочем, полное восстановление своей памяти вкупе с божественными возможностями агрегата дадут интуитивно понятные ответы относительно дальнейших действий. Большая часть серьезно развившихся эзотерических школ, вне зависимости от декларируемых целей, ищут и пытаются запустить агрегаты, действуя в интересах ворогов. Они не столько обучают, сколько отлавливают перспективных духовных людей из конкретных родов, способных запустить божественную машину и развернуть ход истории в интересах людей. Найти агрегаты в послепотопных городах Сибири и Урала очень легко, поскольку они обязательно располагаются в историческом центре и встроены в местные легенды и сказки. Агрегаты точно есть в городах и местностях: Москва, Санкт-Петербург, Великие Луки, Царицын, Волгоград, Крым, Эльбрус, Астрахань, Екатеринбург, Пермь, Омск, Тобольск, Новосибирск. На Горном Алтае агрегат защищен подземным царством, и там уже на дальних подходах нет вражеской власти. Врагами захвачено множество агрегатов на Земле, главный из которых имеет хорошо вам знакомый символ – всевидящее око или лучезарная дельта. Лучезарная дельта, главный масонский символ, просто сияла над головой Путина в момент инаугурации президента. Твари очень кичливы, они всегда кладут символы своего превосходства над людьми на самое видное место. Скинув морок с глаз, все это становится легко заметным. Это вымышленная история, все совпадения случайны. Автор Игорь Полуйчик. Очень странная сказка, которая имеет много спорных моментов, на мой взгляд. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.